С развитием человеческой цивилизации природа несет колоссальные жертвы. Обеспечивая себе комфортное существование, люди, не задумываясь, становятся виновниками гибели целых видов представителей животного и растительного мира. В этом видео мы расскажем вам о 5 удивительных созданиях, которые вы, возможно, никогда уже больше не увидите. 5 удивительных созданий, которые вымерли из-за людей. Абингдонская слоновая черепаха. Абингдонская слоновая черепаха – подвид галапагосской черепахи. Нынче считается вымершей. На конец XIX века подвид был почти полностью уничтожен людьми из-за охоты. Эти гигантские черепахи весили более 400 килограммов и достигали длины более 1 метра 80 сантиметров. В неволе пойманные особи жили как минимум 170 лет. Последним и единственным представителем подвида стал самец абингдонской слоновой черепахи по кличке Одинокий Джордж. В течение десятилетий зоологи пытались получить от Джорджа потомство, но безуспешно. Зародыши в яйцах оказывались нежизнеспособными. Одинокий Джордж скончался в возрасте около 100 лет, так и не дав потомства. Занзибарский леопард. Занзибарский леопард совсем недавно обитал в Занзибаре у берегов Танзании. Вымер этот вид по одной простой причине. Леопарда целенаправленно и очень активно убивали по всей стране. Дело в том, что местное население Занзибара было твердо уверено, что эти леопарды связаны с ведьмами и колдунами, которые специально разводят и обучают этих животных себе в помощь, а потом отправляют леопардов творить за них свои черные дела. В итоге всего за 30 лет 20-го столетия в стране не осталось ни одного живого занзибарского леопарда. Бескрылая гагарка. Бескрылая гагарка – крупная нелетающая птица, вымершая в середине XIX века. Являлась крупной птицей, достигая 85 сантиметров в длину. Бескрылая гагарка отлично плавала и успешно охотилась в воде, но на суше она была весьма неуклюжей. Из-за охоты людей на птицу ради ее мяса и пуха численность бескрылой гагарки уже к середине XVI века начала сильно сокращаться. В итоге в июле 1840 года на островах близ Шотландии была поймана последняя гагарка. Охотники связали ее и бросили в трюм корабля. Ее держали живой в течение 3 дней до тех пор, пока не началась сильная буря. Посчитав, что бескрылая гагарка являлась причиной бури, они просто до смерти забили ее палками. Фолклендская лисица. Фолклендская лисица была единственным наземным млекопитающим Фолклендских островов. Достигала 60 сантиметров в высоту, имела красивый рыжевато-коричневый мех и умела лаять как собака. Густой пушистый мех фолклендской лисицы пользовался большим спросом. С середины XIX века, когда на острова прибыли шотландские колонисты, лисиц стали массово отстреливать и травить ядами, как угрозу для овечьих стад. Доверчивость этого хищника, у которого не было природных врагов, быстро привела к его уничтожению. Последняя фолклендская лисица была убита в 1876 году. Тасманийский волк. Тасманийский волк являлся единственным представителем семейства сумчатых волков. В конце XIX века обитал на острове Тасмания. Примерно тогда и началось массовое истребление этого зверя, которого считали врагом разводимых фермерами овец. О невероятной свирепости и кровожадности тасманийских волков ходили легенды. За голову каждого убитого зверя власти выдавали большие премии охотникам. В итоге последний дикий тасманийский волк был убит 13 мая 1930 года. А в 1936 году в одном из частных зоопарков Австралии умер от старости последний тасманийский волк, содержавшийся в неволе. В настоящее время ученые пытаются создать клон тасманийского волка с использованием ДНК заспиртованных щенков этого животного, которые уже более 100 лет хранятся в Сиднейском музее.